Всем привет! Сегодня мы в гостях у Абрахам, Давиде. Вот, встретились. Сейчас познакомимся, он расскажет о себе, что он знает о СССР, как он относится, чем занимается и так далее. Поехали! Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы получили образование, помогло ли оно вам в жизни вообще? Я поехал в Союзе учиться в 79 году. И там учился в Астрахани, город Астрахань. У меня профессия, технология рыбных продуктов. А что за университет был? Астраханский технический университет в Астрахани. Это один из трех университетов тогда в Союзе, которые учились этой специальности. Технологию рыбных продуктов. А факультет какой был? С рыболовством связано? Да. Ну, вот так. Вот, может быть. Оно прямо на это готовить рыбных продуктов. Вот это консервы, кильки. Почему нет кавиар? Вот. Это, вы знаете, это кавиар. Астрахан был город черного икра. Черная икра. Да. Там много браконьеров до сих пор. Вот. Помогло вообще образование в Панаме, которое получили в СССР? Очень. Потому что я не работаю по моей специальности. Да. А все равно у меня был какой-то баз. Колоссальный опыт? Да, вот у меня был опыт, который у вас получил. И поэтому я мог работать с креветками, а сейчас рыбами. И я думаю, что хорошо. А сейчас вы как, разводите креветки, рыбы или что делаете? Чем Не, просто сейчас с рыбами. Ну, разводите рыбы, да? Или да, как? вот. Какие рыбы? Я не знаю по-русски, как это называется, тилапия, Ага. Тилапия, колосома, Ага. карпа común, карпа herbívora, Ага. вот такие. Понял. Ты вот так связано тесно с рыболовством. Вообще в Панаме на пляже акулы есть? Очень много. Есть? Очень много. Много, да, акул? Да, очень. Я понял. Очень. Поэтому, а на пляжах как-то следят за этим, чтобы туристов не съедали? Ну, туристы знают. Знают? Что такое, там если опасность или нет. У нас есть пляж, которые все знают, что там акулы. А табличку вообще вешают, тут акула, нет? Может быть. Есть? Может быть. Но не везде. Да, конечно, не везде. Не везде. А как часто случаи нападения акул на людей в Панаме? Часто случаи нападения акул на людей? Это очень мало. Редко? Редко, но есть. Но очень мало. Да. Еще какие-то разновидности морской дикости в океане есть у вас? Короче говоря, есть. Есть у нас в Давиде, есть Forever Ocean. Ага. Это американский, как это, компания. Ага. Вот, это американская компания. У нас есть такая рыба очень дорого, гуаху. Ага. Я не знаю, как по-русски. Вот. Ну, Это да. очень дорого в США. Это $40 килограмм.
И вот у нас идет. Но она вроде ядовитая, нет? Нет, далеко. Не ядовитая? Нет, это 2 часа оттуда. Не-не-не, рыба сама ядовитая? Да, есть. Ядовитая. Есть на море, есть. У них есть лабораторию. Вот, они сейчас пытают, что и растет маленький Ага, рыбы. да. Вот. А это очень трудно. Очень трудно. Пока. Они учат. Ясно. Так когда открыли бы свою ферму. Да, вот. Свою ферму. А все пока трудно сейчас. Трудно? Трудно. Да. А как вообще в Панаме относятся к туристам? Вот когда приезжают туристы, как нужно себя вести здесь, что делать можно, что нельзя? Есть какие-то правила? Есть правила такие. Какие? Ну, у нас есть это, полиция Да. для туристов. Ну вот что разрешено делать в Панаме, а что запрещено на улице, в общественных местах? Туристов Да. ничего не запрещено. Не запрещено? Нет. Я понял. То есть алкоголь пить можно? Можно. Можно. Не, на улице так прямо? Да. Нет, так прямо нет. Да, даже мы не можем. Это, по-моему, везде. Везде? Да. Я понял. А туристов так идут по улице, Ясно. как мы. А еще запрещены в Панаме наркотики, правильно? Да, запрещено. Так, А- курить вообще невозможно. Вот это месте, рестораны, гостиницы, пивной бар, это вообще в стадии. Я понял. Там, А вот в стадионы Панаме-Сити я видел, что проституция разрешена. есть. Разрешена, да? Да. Не разрешено, как это, но все равно есть. Но в России как бы она официально запрещена. А в Союзе, когда в Союзе, я не знаю, сейчас в России, но когда в Союзе запрещено. Да. И сейчас так же. Так же? Да. А вот у нас нет. У вас нет. У нас нет. Там есть, вы знаете, да? Ну, В Панаме есть такие. я Ну, видел. есть такие Улицы. улицы, что и есть такие женщины. Ну, я понял. В Панаме чем можно заняться иностранцу, который хочет переехать в Панаму жить? Вот чем он может заняться, работать? Если у них есть специальность, Да. можно. А надо же специальность подтвердить, и ты еще должен иметь гражданство. Может быть. Вот если он работает здесь, и он нужен Да. здесь, может. Наверное, не так. Все по закону. Если ее такой, можно. А если любой человек, все без специального, без ничего, это трудно. А вы как считаете? А все равно. Здесь есть много, есть Никарагуа, есть Колумбия, Коста-Рика, везде. А почему все едут в Панаму из Никарагуа, из Колумбии? Что, Панама лучше Колумбии, Никарагуа? По-моему, у нас экономия Экономика лучше, чем, в тех странах, да? да. Поэтому все То есть, сюда. то есть здесь зарплату больше получают? Смотри как, смотри, специальность. Ага. А вы вообще сами, как проживая здесь уже долгое время, рекомендуете людям переезжать в Панаму, которые ищут место для проживания? Или оставайтесь у себя там в России, в Германии? Нет. Дело в том, что у нас есть много иностранцев. Да. Когда есть много иностранцев, мы говорим, что уже мешаем. Мешают. Да, уже мешают. Они мешают вам жить уже. Не так прямо вам жить, но все равно везде из Венесуэлы, из Никарагуа, из Колумбии. Понаехали мигранты тут, да? Я понял. О, как вы говорите, вот так. Вот тут уже, да? Хорошо. Да. А вообще проживание в Панаме, насколько дорогое проживание, питание,
Сколько стоит все? Очень дорого. Дорого, да? Очень дорого. Это больше... $1000? No. 5000 долларов? Три, no, 3000 долларов? Не 1000. $300? 300 долларов. Больше. Больше. Ясно. Больше. Ну а питание здесь вообще дорогое? Не так очень это дешевле, чем Ага. в Коста-Рике. Ага. У нас В Коста-Рике дешевле? не, дорогой. Дороже. Продукты питания, народные традиции, какие вообще? Рис. Рис, жареные бананы. Не, рис, мясо, Да. фасоль. и Кукуруза. всё. Кукуруза, свинья, вот это самое главное. То есть у вас очень большие поля кукурузные, да? Да, очень большие. А вы экспортируете эту кукурузу, продаете в другие страны? Да. Да. Я. В США. В США. А какие народные традиции у вас есть вот в Панаме? Народная традиция. Да. Ну вы в СССР жили же, видели народные традиции, праздники народные. У вас какие? Ну, у нас это самый интересный праздник это карнавал. Карнавал. Да. А День флага? День флага, Это уже национальный праздник. праздник. День. Но он тоже масштабно отмечает его. Да, тоже. Масштабно. Вот этот день никто не работает. День флага никто не работает. Никто не работает. Там День независимости тоже, из Колумбии, День независимости от Испании. Вот, мы не работаем. Но они сделали друг за другом праздник День флага, День независимости, правильно? Да. Это в ноябре. Да. В ноябре там 3-4. да, 4-го. А вам больше какой праздник нравится? 3 ноября? 3 ноября. А что вы вот выделяете в Панаме и гордитесь? Вот чем вы гордитесь в своей стране? Панамский канал. Панамский канал. Ну, вот, да. И это если так, прямо Панамский канал. Потому что Панамский канал все знают весь мир. Вот и у нас тоже если спортивный человек есть по бейсболу, Да. есть. В США, которые очень хорошо играют. Да, вот. Кто-то по боксео тоже. Боксер. Тоже на такие были очень хорошие чемпионы мира. И вот А это. как его звали, боксера, чемпиона мира? Самый лучший Роберто Дуран. А. Самый лучший Роберто Дуран. Футбол хорошо играет? Пока мы заняли второе место на это золотой кубке Америки. Золотой кубок Америки. Да вот только что неделя В назад. смысле Латинской Америки? Или как? Так можно сказать. Латинской Америки. Но в хоккей не играет никто. А? В хоккей никто не играет. Нет, нет. Наверное, ¿cómo se llama? Не на льда. Ну ледовые стадионы есть в Панаме Не, или не. нету? Не. А какой-то вид спорта есть индивидуальный, который только в Панаме? Вид спорта только в Вид Панаме. спорта, возможно, Панаме. игра какая-то. Да. Только в Панаме. Да. По-моему, никто. Нету? Нет. Ну там, допустим, в России есть, в лапту играют. Вот. Мы играли там бейсбол. Бейсбол. В стране. А там называли лапта. Да. Лапта. Да. Лаптисти. Да, Так. я понял. Вот. Назовите 3 главные проблемы в стране, которые вы видите и хотели бы изменить. Проблема у нас Да, 3 важные. коррупция.
Окей, первое, коррупция. Коррупция. Это очень главное. Она сильнее, больше, чем в России? Очень. Очень масштабная? Да. Очень масштабно. И без разницы, какой президент сидит, всегда коррупция? Всегда. Всегда. Пока всегда. Правильно. А второе? Мало домов для народов. Для народа. Для народа строят мало домов? Да, вот, надо помочь это тоже. И питание. И питание. Плохое питание? Неплохое, а дорого. Дорогое питание. Дорогое А питание. мало домов строят, люди покупают дома как? Берут кредиты? Вот. Так. Кредиты, да? Это почти все. Не почти, а все. И какой кредит? Процент большой? Иногда большой, иногда. Ну, это- зависит от Зарплаты? зарплаты. Ну, это- Зависит от домов, сколько стоит дома. Да. Зависит, а сколько лет ты можешь платить. Хорошо. Ну, Чем больше лет, Да. чем больше должен платить. я понял. Да. Ну, это 5%, 10%, размах от и до какой? 10? 10. Нет, наверное, 100%. А, 80. Наверное. Я говорю, что так, да, 100%. Окей. Вот, и что te говорю? Это зависит, если ты можешь платить дом на 10 лет, ты платишь меньше. Да. Если на 20 лет, больше. Больше. А если родители не выплатили, то должны платить дети? Если Если родители взяли кредит, но не выплатили, должны платить дети? нет. Нет? Если они умерли, Да. все. 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 Дом забирают? Нет. Нет? Дом забирают семьи. Ну, банк забирает. Не. Семья забирает? Семья. Дети, то есть. Смотри, у меня есть дом. Да. Я еще должен Кредит. кредит. Да. А я умру. Да. Да? Сразу мой дом будет для Детей. детей. Это сразу. И для жены. И дети не должны платить. Не должны Не ничего. должны платить. Пока есть такой. Пока такой закон. Такой закон. И если контракт, когда пишешь, ты пишешь, Да. там должен, там ты пишешь, Да. вот. Но вы, главное, не умирайте, вы нам нужны. А третий важно еще. Безработный каждый день увеличивается. Безработный. Безработных увеличивается. Да, вот. А правительство не предоставляет работу или много ленивых? Ни государство, ни президент, Не дают работу. не дают работу, мало. Мало работы. И тогда есть, когда, не знаю, сменяет государство, Да. бросают много. Сколько вообще стоит аренда квартиры? Это дорого? И можно ли найти дешевле? И где это дешевле лучше? Можно дешевле и дорого. А где это? В каких районах? Если хороший район, который безопасный, А какой район вы рекомендуете? No, хочу казаться, я не так хорошо говорю по-русски, говорю плохо, но все равно. Хорошо говорите, Да. все понимают, все смотрят. По-моему, это грубо говорят, что у нас там только de хулиганов много. Allá ni Ocala, Ocala, это района, Да. трудно жить. Живете рядом? Трудно. И у нас есть
тоже много иностранцев, которые занимаются пирамидой. Понял. Крадут, воруют. Вот такие места я не рекомендую. А какие районы вы рекомендуете? Вот иностранец приезжает, он вообще про Панаму ничего не знает. Куда ехать, а куда не ехать. Sabes si если у него деньги есть или у него деньги нет. Ну, если он приезжает, наверное, деньги есть. Ну, по-моему, так я могу сказать, это дороги Букете. Есть такие районы, которые так хорошо можно видеть, и не так дорого. Да. Не так дорого. Да. Сколько стоит вот снять квартиру для одного человека в Букете? Букет? Да. Ой, я так прямо, точно. Ну, от и до. Тебе не могу сказать, я знаю, что дорого в Букете. Сколько? Я знаю, что дорого в Букете. Потому что в Букете где-то 50 лет или 20 лет тому назад многие американские из США. Да. И там они живут. Вот, они много были, и поэтому Букете жизни стала дорого. Дорогая. Да. Но сейчас американцы там живут? Почти много уехали. А почему уехали? Плохо, что ли? Не знаю, плохо или нет, но все равно Букете есть такой город, говорят, что Букете для пенсионеров. Да. Очень хороший город, чтобы жить. Свежий воздух, все хорошо. Прохладный воздух, не жарко. Да. Вот. Así из разных стран там живут. Вот, ты поедешь в Букете, и такие дома тебя, si ты знаешь. А из каких стран там живут? Вот, как вы знаете, русские там живут? Мало, очень мало, американские. Из Европы там живут? Из Европы тоже. Европа живет. А раньше были из Югославии. Югославия больше. И Испания, Португалия. А из Азии есть? Азия. Китай, Япония. Китай у нас года. Вот столько, да? Это у вас в Давиде или в Панаме вообще? Вообще в Панаме. Вообще. А почему они сюда приезжают? В Китае плохо, у вас хорошо? Я тебе говорил, что почему приедут люди к нам. Потому говорят, у нас есть доллар. Говорят, no, в Эквадоре есть доллар, в Коста-Рике есть доллар. В Эквадоре тоже валюта доллар? Тоже. А в Коста-Рике же там своя валюта. Но есть у нас тоже наша валюта. Ну, у вас валюта до доллара, вот эти $0,5 и так далее. У нас есть А остальные валюты все же доллары? Доллар, у нас $0,5. А в Коста-Рике все валюты там их местные? Ну, у них местная валюта потом называется, я не помню. ¿Es Эквадор? Нет. Или у нас? Не, в Коста-Рике. Колón. Да. Колón. Вот, там же вся валюта, то есть доллар там не используется. Доллар тоже используется. Везде не знаю, используется доллар. А официально у нас есть доллар. У вас официально доллар. А в Коста-Рике доллар неофициально. Неофициально, Колón. Да. Ну, а ваше мнение, люди, которые приезжают, все остаются или кто-то уезжает? Это много иммигрант, они через Панаму. Сейчас у нас есть много девчонка, есть много иммигрантов. Откуда? Из разных стран. Они живут не час оттуда. Ну, это через Панаму. Потом уезжают в Коста-Рику. Они, это казалось, dos сейчас, не все хотят сейчас. Мексику, что ли? Через Мексику, через Панаму, Коста-Рику, через Центральную Америку. Да, и США. США.
Они все хотят сейчас. Все хотят. Все. А мало остаются у нас, эмигранты. А люди, которые приезжают к нам как это, Хотят остаться, да, это другое дело. а в США зачем едут? Говорят, это там есть небо. Небо? Это очень хорошо. А тут небо другое, да? Я не знаю, говорят, это Золотой дождь там что ли? вот, это американская мечта. Американская мечта. Вот. И, по-моему, это уже не такая американская мечта. Американцы часто приезжают сюда, в Панаму, фильмы снимать? Не часто. Не часто? Ну, снимают, но не часто. А то мне рассказывали, что в Панама-Сити, вот там Мел Гибсона видели, он там гуляет. Ну вот, sí приезжаю, но не часто. Не часто. Не часто. Что не хватает в Панаме вообще, как считаете? Просто я смотрел вот концертную деятельность, какое-то спортивные мероприятия. Они вообще в достаточном режиме или чего-то не хватает, как считаете? Много у нас не хватает, потому что коррупция очень большая. Например, вот у нас есть стадион здесь. Да. Да. Стадион, наверное, стоит, не знаю, 5000 долларов, 10 тысяч долларов. А на самом деле 50 долларов, например. А это остальные 35 миллионов. Да. Куда? Пошли в карман. Да, ну, наверное. Я просто говорю, куда? Ну, кому-то в карман. Если у нас была не было коррупции, по-моему, мы жили очень хорошо. А президент не борется с коррупцией? Президент не был? Не борется с коррупцией президент ваш? Он сам такой? Самый первый, да? Он такой. Я понял. Да. А сколько здесь получает вообще в среднем заработную плату панамец? От и до? Ну, да, 600. $600 в месяц? 600 долларов это самый меньший. Это кто, к примеру, $600? Продавец или кто? Или уборщик кто это может быть? 600 долларов это маленький, самый маленький зарплата, который Да. ты должен Ну получить. кто это может быть? А вот Уборщик. уборщик, может быть, молодые, Неопытный еще. неопытные люди, так. Хорошо. А потом следующая зарплата какая может быть? 1500? Нет, у нас есть это 22 2000. 2000. Кто получает 2000? Много инженеров. Инженера. Много, ну, такая профессиональная. Ну, Бывает. наверное, вот кто в банках работает? Вот, наверное, да. А в банке тоже работает, который только 600 долларов. 600 долларов. Наверное, без опытности. А самую большую зарплату какие профессии относятся? У нас есть депутат, Депутаты? они получают 20 тысяч. Да. Они получают, наверное, больше 20 тысяч, но по закону, наверное, 7 тысяч. Остальные, вот. То есть Панама с Россией похожи, да? Ну, когда я был в России, по-моему, там Россия была все по-серьезному. Наверное, были такие условия лично для России, которые у нас такие условия нет. А что не хватает в вашей стране, что есть в России? Сейчас, Ну, вообще, что вы видите, да? по-моему, лекарства, например, забыли сказать, что у нас лекарства, Лекарства?
лекарства, фурики. Не хватает лекарств? Очень дорого. Очень дорого. 40% или 90% больше, чем другие страны. Например, в Колумбии один медикамент стоит $5, а у нас 50. Да? А в Колумбии свое производство лекарств? Да, pero все равно. А у вас, Это ничего а у вас производитель лекарств есть? Начо? Да. No, mало. Большие из других стран. Закупаете? Да. А все равно очень дорого. Вот я тебе дал пример. Да. В Коста-Рике тоже. В Коста-Рике лекарство стоит $20, здесь 40. Это очень, В это Коста-Рике свое производство лекарств? как у нас почти. Как у вас? Как у нас. Тоже закупают и производят люди? А в России дешевле лекарства? Когда я был там, это бесплатно. Бесплатно? Еще там бесплатно учить. А вы напомните, сколько лет назад вы там были, когда было бесплатно? 35 лет. 35 лет назад. Все поменялось. Теперь бесплатного нигде нет. Там это поликлиника, университет бесплатно. Это большой плюс. Университет у вас обучают здесь платно или бесплатно? Ну, все, Поступать в высшее учебное заведение у вас нужно платить или можно бесплатно обучаться? нужно платить. Платить. Да. Бесплатного обучения нет. Нет. Бесплатно только это до 10 лет. До 10. Лет. Школа? Школа и колледж. И колледж. Колледж. Так, А бесплатно. сколько? И не так бесплатно, потому что есть что-нибудь платить. Есть. Учебники, да? Да, учебники такие, ну. Школу отремонтировать. Да. Ну как в России. Теперь, да? В России тоже учебники надо купить, школу отремонтировать. No, наверное, дело в том, что мы капа стран, а у вас, там в России уже тоже капа стран, там капитализм есть, как у нас. Ну вот, как вы считаете, россияне и панамцы, они похожи чем-то? Россияне и панамцы, они чем-то похожи? Россияне не понимают. Ну, русские и панамцы похожи чем-то, нет? Нет. Нет? Но мы все по-другому. Да? У нас есть мы из разных стран. Мы панамец. Да. Мы из разных стран. Раньше Ну, с разных стран приехали, эмигрировали. Да. Разная кровь. Да. Дело в том, смотри, мы семь братьев. Да. У меня 7 братьев. А мы все по-другому. Все мысли по-другому. Если так не похож, он может казаться, он не твой брат. Потому что, как ты сказал, из разных стран. Сколько стоит обучение в высшем учебном заведении? В Здесь? среднем? Да. Да, дорого. Сколько? Дорого тоже стоит. Примерно это сколько? Я не понимаю, так честно, так. Я могу сказать, что мне сказали в России, когда я был, Да. $80 тысяч. Там в России, когда тогда. Это год какой? 35 лет назад, 30 лет назад. 30 лет назад? 80, 80, как это? 86-й год? 85-й? 85 года, так, назад. Да. А в 85-м году в Панама, как считаете, лучше жила? Когда тогда, по-моему, да, Лучше? лучше. Каждый день у нас Хуже? Хуже. Наверное, есть так, это, грубо говоря, это каждый день хуже, но на самом деле хуже. Потому что я считаю, что чем больше
бедные люди, чем вот чем мы живем, чем плохо мы живем. Да? Вообще. Но есть много людей, которые очень хорошо живут. Хорошо. Там тоже там как сирены живут, потом идет. Но остальные люди, большинство людей в Панаме плохо живут. Плохо. И если у нас эта коррупция Да. не было, Да. это невозможно было. Мне кажется, сейчас во всем мире плохо живут. С каждым годом становится хуже и хуже. И человечество само эту планету погубит, нет? Придумывая искусственный интеллект. А ты понимаешь, мировая ситуация Да. сейчас, это везде одинаково. Если так мы так вообще Глобально, да. глобально, если мы говорим так глобально, мировая ситуация везде одинакова. Да. Каждая страна имеет свои условия. Да. No, porque у нас тоже такие условия. А все равно мировая ситуация хуже, Хуже. Чем было раньше. чем была раньше. Все это проблема погода, Климатические изменения. климатические, это мировая проблема. Вот. И это относится прямо Да. к людям. Да. Да, вот. А какие 3 рекомендации дадите иностранцу, который хочет переехать в Панаму и жить в Панаме? А я тебе сказал раньше. Рекомендация? Рекомендации. Что ему делать? Вот он ничего не знает, что, где, но хочет переехать и жить здесь. Куда устроиться, кем работать он не знает, язык не знает. Как быть? Но он хочет. Cada страна мира, по-моему, согласна, что все, которые Приезжие. приезжают к нам, должен быть деньги, чтобы не мешать Не мешать местному населению. местному населению. Зарабатывать деньги. Короче говоря, если у тебя денег нет, у тебя профессии нет, зачем ты к нам? Ну, может, он к вам официантом хочет приехать работать. Да. Или уборщиком. Поэтому каждая страна хочет, что все приезжают к нам С деньгами. с деньгами. Берите мешок денег и приезжайте. Вот, да. А так, без деньгами, если как я зачем поеду в Россию без денег? Да. Зачем? Но вы же русский знаете, работу найдете. Там сейчас работы куча, выбирай любую, ищут людей. Ну так, а все равно. Деньгами, без денег трудно везде. Без денег трудно. Без денег трудно. Да. Потому что если на ты видели, что много людей на улице, это иностранцы, что они просят деньги, дай мне деньги, дай это, или продают что-нибудь. Где этот нехороший человек, который придумал деньги? Не было денег, вы жили все хорошо, нет? Чего? Не было денег, жили бы все хорошо, нет? Не, без денег. Хорошо. А какие еще 2 предложения для иностранца, который хочет переехать? Вы сказали без денег, не приезжать. Не Еще, приезжать. еще 2. Да, не приезжаю. Еще 2 какие рекомендации? Мы 4000 людей Да. в Панаме. 4000 людей в Панаме? Панаме. Тысячи или миллиарда. Не знаю. 4 Миллиона? миллиона. 4 миллиона людей, Да. жителей Панамы. Панамы. Да. А от этого, Да. по-моему, 500 500 тысяч тысяч иностранцев иностранцев понаехало сюда. понаехали. Да,
Да. И это китайский. Китайцы. У нас какой-то магазин, маленький магазин. Открывают маленькие магазины. Вот такие, вот, вы надоели, понимаешь? А если бы этих магазинов не было, вы бы ходили через 3 дороги бы в большой, а тут рядом маленький стоит. Нет. Неудобно же они сделали, нет? Может быть, смотря как мы анализируем, смотря. Как. Ну, потому что кто-то не хочет далеко ходить, он идет в китайский, покупает. Но дорого. Ну, понятно, они же покупают там и продают у себя. Да. Вот и все. Да, вот. Они же там не идут выращивать продукты, овощи, они же купили там оптом и продали здесь в розницу. Китайский бизнес. Смотри, у нас есть закон, который иностранцы не могут ставить мелкие бизнесы. У нас есть такой закон. Есть закон. Но все равно это как будто нет закона. А что считается мелким бизнесом? Это какой оборот денег или что это? Маленький магазин. Маленький магазин. Нельзя. Нельзя. Но все равно есть. Все равно есть. И чего много. А они нарушают или они деньги кому-то платят? Кому-то платят, наверное. Кому-то платят. Или, наверное, есть закон такой. Понимаете, закон есть против их. А это как было всегда, и 5 лет, 10 лет, 15 лет, уже почти закон, что вы так. А на самом деле не должен быть. Третье, самое важное. Что не приезжает к нам. Ну, мы 2 озвучили, еще осталось 3. Третье, да. Ну, это не приезжает к нам. Не приезжайте к нам. Заключение, да? Такое? Не приезжайте к нам, нам и так есть нечего. Кукуруза кончается. Так тут вышли. Мы маленькая страна, уже мы все. Да. Ни один, уже невозможно один еще. Да. Потому что уже мы все. 30 хватит. Так у вас же земли много, еще домов не построили. Сколько строить достроить? Ну, поэтому хорошо для нас. Для вас. Так вы наоборот говорите, приезжайте. Вы только что рассказывали, у вас тут акулы водятся, рыбы больше станет. Да. Я понял. Какие пожелания, рекомендации дадите людям все-таки, которые думают, как бы здесь освоиться? То есть тяжело вообще в Панаме иностранцу освоиться, даже если, допустим, у него есть деньги, но он не знает язык. Еще раз тебе скажу, в Панаме очень большая коррупция. Да. Очень большая. Но если у него очень много... Если у тебя есть много денег, да. и хочешь заставить какие это мероприятия, да. трудно. Да. Потому что тебе говорит, ну и для меня что? Ага. Вот. А вообще иностранец может как-то выдвинуться в правительство Панамы? Чиновники, депутаты, там, президенты? Невозможно. Невозможно. Но если он такой, если есть такой, не знаю, так четко, сколько лет иностранец должен жить в Панаме и быть панамцем? 5 лет должен прожить. Не знаю так. Да, 5 лет. Потому что он может быть депутатом или президентом. Но он станет сначала, получит гражданство, а потом пойдет и в депутаты. Вот, наверное, но лет не знаю, как это. От получения гражданства. Хорошо. У меня возник вопрос заключительный. А президента Панамы кто выбирает? Америка или народ Панамы? Народ. Народ Панамы? Народ. Или Америка все? А деньги ставит, наверное, США. Да. Если США хочет какое-то какого это президента? Да. Президента Панамы. Да, он дает деньги своей политике. Президент дает, как его? Команда выборочная президента дает деньги США. Вот так. Ага. И тогда его никто не трогает. Да, вот.
понятно. Это не где написано, Да, а на самом деле есть. да. Видите, как мы похожи. Россия и Панама. Сколько много общего. Хорошо, вот такое было у нас интервью. Спасибо большое, что приехали к нам в гости. Я тебе прошу прощения, что я так плохо говорю по-русски. Наверное, несколько или много слов плохо говорил. У меня акцент очень какой-то хуже, очень грубый акцент. Хороший. Все как-то стараюсь так говорить. Значит, в следующий раз надо делать на испанском. Вот это лучше, наверное. Да. То есть надо мне испанский подтянуть, чтобы делать на испанском. Но следующее, когда ты приезжаешь к нам, должен знать испанский язык. Да, Это обязательно. Хорошо. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока. Давай, пока.